На календаре 10 ноября. Позади историческая неделя, которая, безусловно, повлияет на ход войны. И вот это давайте мы с вами обсудим. Всем привет, с вами Руслан Левиев с очередной итоговой сводкой с войны. Следующим американским президентом будет Дональд Трамп. Он вступит в свои полномочия только 20 ноября следующего года. Но уже сейчас многие пытаются угадать, какой же будет его политика по отношению к России и Украине. Как я вижу, многие сейчас закидываются лошадиными дозами копиума. Для тех, кто не знает, копиум – это сленговый термин из интернета, представляющий сочетание слов «cope», то есть «справляться», и «опиум». То есть фраза «потреблять копиум» означает ситуацию, когда вы стараетесь смириться или пережить неудачу, или неприятную ситуацию, убеждая себя в утешительных оправданиях или находя позитивные аспекты в негативной ситуации. Это такой опиум для успокоения в моменты разочарования. Так вот, за последние дни я прочитал немало, как мне кажется, копиума на тему избрания Трампа. В основном такие статьи говорят, что он непредсказуем, часто меняет свое мнение, и, возможно, в вопросе войны России против Украины он окажется более решительным, чем администрация Байдена. Ну, хоть Трамп и переменчив в своем мнении, как-то я не припоминаю, чтобы он решительно осуждал Путина или называл его военным преступником, говорил бы о жертвах развязанной Кремлем войны. Зато про Зеленского он, наоборот, не раз высказался критически, в том числе на своих предвыборных митингах, называя его лучшим в мире продавцом. Говорят, что каждый раз, приезжая в Вашингтон, Зеленский возвращается из него с миллиардами американских бюджетных денег. Трамп ясно давал понять в своих предвыборных обещаниях, что он собирается прекратить это, заставить Европу платить за все. Да, он часто забывает о своих обещаниях уже на следующий день. Но я здесь говорю о том, что Трамп ни разу не высказывался в духе того, что нужно снять все ограничения с Украины, что нужно дать ей намного больше оружия, что Путина нужно заставить отказаться от ведения агрессивной войны. Некоторые вспоминают апрель 2017 года, первый срок Трампа. Сказал это сейчас и подумал, как двусмысленно это звучит. Первый срок Трампа. Ладно. Так вот, весной 2017 года Трамп увидел в прессе фотографии сирийского города Хан-Шейхун, где сирийские власти применили химическое оружие в виде газа «Зарин». В результате этого погибло не менее 86 человек, а пострадало больше 500. Находясь под впечатлением от увиденного, Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийским военным объектам. На следующий день были пущены десятки ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Эш-Шерат, в результате чего было уничтожено несколько самолетов и административных зданий авиабазы. И все. На ход войны, дальнейшую политику Башара Асада, его жестокость по отношению к собственному населению это никак не повлияло. И это Сирия, не ядерная держава, против которой США могли бы применить любой масштаб силы, и это не привело бы к каким-то серьезным последствиям для Америки. Против России так не повоюешь. Кто-то скажет, ну как же, ведь был авиаудар американских сил по вагнеровцам в Сирии в 2018 году. Там ситуация была следующая. Группировка сил, состоящая из военнослужащих сирийской армии, просирийских ополченцев и наемников Вагнера, решили атаковать позиции курдских сил в районе газоперерабатывающего завода Конака. Цель – взять этот завод и газоместорождение под свой контроль. В штабе курдов находились американские военные, поэтому, когда по штабу начали стрелять, появилась прямая угроза жизни американским военным. При любом американском президенте в такой ситуации наступающие силы просто сотрут в порошок. В той ситуации американские военные сначала даже позвонили на российскую авиабазу Хмеймим и спросили: «Это ваши?» На что был дан ответ: «Наших там нет». После чего наступающие силы были уничтожены. И только потом выяснилось, что там были вагнеровцы. Так что тут Дональд Трамп тоже ни при чем. Некоторые начинают кидаться в крайности и говорить, что победа Трампа приведет к капитуляции Украины. Не соглашусь. Несмотря на его дружеские отношения с Путиным, это вовсе не значит, что Путин сможет теперь выкладывать абсолютно любые условия, а Трамп будет принуждать Украину к их выполнению. Будут постоянно торговаться. Россия будет пытаться выбить максимально выгодные для себя условия временного замораживания войны, и эти торги будут длиться, конечно, не один день, как обещал Трамп, а месяцами. Непредсказуемость политики американского президента будет влиять и на европейскую помощь Украине. Если нельзя полагаться на США в вопросах обеспечения безопасности союзников по НАТО от растущей российской угрозы, то лучше тратить дефицитный ресурс, деньги, на собственное перевооружение, нежели на помощь Украине. Трамп же непредсказуем. Он может завтра заявить, что защитит блок НАТО, а послезавтра, грубо говоря, отдать его на съедение Путину. Лично я ожидаю при Трампе, во-первых, сокращения американской помощи Украине, во-вторых, ее задержки. Преследует цель поскорее типа закончить войну,
давление, в первую очередь, будет оказываться на Украину. Ведь она в более уязвимом положении, и ее легче принуждать к чему-либо. То, что там будут думать про это за пределами США, для Трампа совершенно не важно. Важнее, что думают внутри Америки. А внутри Америки его избиратели любое прекращение огня на любых условиях примут как лично его победу, как проявление того, что он своим словом способен заканчивать войну, что он сильный лидер. Я рассматриваю прошедшие американские выборы исключительно с точки зрения влияния их результатов на Россию и Украину. И для нас, россиян, победа Трампа – это тоже плохо. Это укрепление власти Путина, знак ему, что можно разжечь самую масштабную войну за последние десятилетия, убить десятки и сотни тысяч человек и выйти сухим из воды. И уж тем более я молчу про все репрессии внутри России, закручивание гаек. Все это будет только усиливаться. Еще с конца прошлой недели украинские западные СМИ сообщают, что уже были первые бои с участием северокорейских солдат в Курской области. На этой неделе пошли сообщения, что Россия начала новое контрнаступление в Курской области. Мы действительно видим это на кадрах боев с земли. Атака идет сходящимся направлениями ударов со стороны села Погребки и со стороны села Зеленый Шлях. Пока что мы никак не можем подтвердить, что в боях участвуют солдаты КНДР. Хотя на днях появились фотографии северокорейских пулеметов тип 73 с фронтов, что является косвенным подтверждением присутствия северокорейских солдат. Это уже не первое российское контрнаступление в Курской области. И я отмечу, что в предыдущие разы в первые же дни российские войска продвигались на значительное расстояние вперед. И только спустя дня 3-4 фронт стабилизировался. Сейчас же контрнаступление уже идет несколько дней, а продвижений нету. Еще рано делать окончательные выводы, но такая разница уже показательна. Просто я вспоминаю, как еще неделю назад многие журналисты спрашивали меня: но все равно же 12 тысяч солдат. Это не так мало. Почему ты считаешь, что большого влияния это не окажется? И вот, первые бои с участием северокорейских солдат уже вроде как есть, первые потери есть, а толку – ноль. Основные изменения по линии фронта касаются операции по окружению Курахова. Как я говорил на прошлой сводке, для этого российская армия хочет перерезать трассу Н-15, снабжающую город. За неделю российские войска продвинулись к западу от Селидова и Цукурина, с явно вырисовывающимся направлением атаки со стороны Новодмитровки через Санцовку к трассе Н-15 в районе поселка Дачное. С другой стороны трассы, с юга на нее двигаются российские войска со стороны поселков Ясная Поляна, Максимовка и Богоявленка. До трассы их отделяют 10 километров, что уже фактически позволяет вести обстрел дороги из большинства типов вооружений. С востока от Курахова российские войска также готовятся атаковать город, продвигаясь со стороны села Максимiliaновка в сторону села Дальнее. Недавно из очередной поездки в Украину вернулись группа военных аналитиков, а именно Роб Ли, Майкл Кофман, Дара Масикот, Конрад Музыка и Франц Стефан Гади. Они приезжают в Украину примерно каждые 3 месяца, что позволяет им лучше отслеживать изменения в тенденциях, да и в целом в ходе войны. В своих комментариях они сейчас подчеркивают, что да, на отдельных участках фронта ситуация ужасна, но именно крушения фронта нету. По их словам, сейчас главная проблема ВСУ не техника и не вооружение, а личный состав. И речь не только про темп набора людей, но и то, как набранные люди используются. Вместо того, чтобы направлять набранных людей на пополнение существующих подразделений, понесших потери, из них предпочитают формировать новые бригады. На данный момент новые бригады хуже зарекомендовали себя и в обороне, и в наступлении. Очевидно, это связано с тем, что они не являются такими опытными, как существующие механизированные бригады. А существующие механизированные бригады, в свою очередь, не получая пополнения, теряют до 30-40% своей штатной численности, что приводит к невозможности удерживать отдельные оборонительные позиции. Это же является причиной явления, когда важных специалистов, таких как операторов беспилотников, переводят в штурмовики, потому что пехоты нет. Также упомянутые аналитики высказываются негативно о текущем влиянии Курской операции на ВСУ. В частности, они сказали, что если бы Курская операция была краткосрочным рейдом, то есть зашли, заняли территорию, подняли моральный дух, показали западным союзникам боеспособность украинской армии, продемонстрировали отсутствие красных линий, а потом ушли обратно, то можно было бы собрать все плюсы операции, не получив тех минусов, которые есть сейчас. А именно, из-за того, что есть принципиальное решение удерживать эту территорию максимально долго, для ВСУ растягивается без того очень длинный фронт. Это забирает ресурсы и силы. Вся эта операция так и не смогла отвлечь значительные российские силы с других участков фронта. Поэтому мы видим продвижение российских сил в Донецкой области.
Плюс это не повлияло на политику применения дальнобойного высокоточного оружия по территории России. При администрации Трампа я тем более не ожидаю, что такое разрешение будет дано. Сами жители Курской области на этой неделе вышли на центральную площадь Курска, чтобы обратить на себя внимание. Многие из них потеряли свое имущество и жилье, располагавшееся в приграничных районах области. При этом власти региона выделяют жилищные сертификаты только тем, кто жил не далее, чем в 5 километрах от границы России и Украины. Хотя, конечно, разрешению подверглись поселки и на сильно большем расстоянии. На эти обращения отреагировало руководство региона, пообещав компенсировать расходы на аренду жилья. При этом поставили условие, что у вас не должно быть другого жилья, кроме разрушенного. Расходы на аренду жилья должны превышать 22% от доходов семьи. И у вас должна быть работа, постоянный источник дохода. Что делать, например, пенсионерам, не объясняется. Сравните это с тем, как набирают на войну. Уголовник? Неважно. Нет российского паспорта? Неважно. Не проходишь по здоровью? Неважно. Вот здесь подпиши и получи свои миллионы рублей. Журналисты иногда спрашивают у меня: вот ты говоришь, что ожидаешь соглашения о временном прекращении огня в 2025 году. При этом сам же рассказываешь, как то тут, то там продвигаются российские войска. Так с чего вдруг Путину идти на замораживание войны? Мое мнение, что мотивом для замораживания войны для Путина был бы тот факт, что все эти продвижения на фронте никак не приближают его к главной цели, а именно разгром ВСУ, установка марионеточного правительства в Киеве и их отказ от курса на интеграцию с Европой, участие в военно-политических западных альянсах. От того, что в какой-то момент захватят Курахово или Покровск, эта цель нисколько не приблизится. И в целом, в ближайшие годы этих целей невозможно достичь военным путем. Украина уже отстояла свою независимость, и даже при администрации Трампа ей не грозит капитуляция. Путин может еще 100 тысяч своих солдат, 20 тысяч северокорейских солдат положить в гробы, и все равно Украина продолжит существовать и будет сама решать, как ей развиваться, в какие союзы вступать, какой политики придерживаться. Даже при Трампе Путин не победит. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами, как всегда, через 7 дней. До встречи и пока.